22 год завершается, и он оказался просто ужасным. Ужасным во всех своих смыслах. Касательно криптовалют. Вот она демонстрация. Большинство монет показывают очень большое падение, все в красном цвете, это у нас показатели за год. Многие монеты упали более 90%, и лишь некоторые показывали рост. Настроение трейдеров также не особо часто поднималось выше страха. Да, пару раз мы поднимались в желтую в эту зону, но это было в рамках исключения. Вот так выглядело все движение, начиная с 2022 года, с января этого года. Вот здесь оно началось, и просто все это дело сопровождалось криками ликвидации лонгистов. Если же посмотреть на прошлый медвежий цикл и как он проходил, не было такого ужасного падения, точнее не было такого изнуряющего падения. Мы падали, отрастали, падали, отрастали, всем позволялось как-то выходить в ноль, забирать какие-то прибыли, и один раз в конце года, в ноябре, резко упали в 2 раза. Здесь же такого не было, здесь же мы просто падали, не давая больших отскоков. Поэтому данное падение переживалось трейдерами намного как-то негативнее, чем падение 2018 года. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Что же касается интереса к биткоину, то он по-прежнему никому не нужен, судя по Google трендам. Пик у нас был в 2021 году, и затем все пошло по нисходящей. По Google трендам интерес равен 17, и ниже у нас было в октябре 2020 года. В этом плане также прошедший 2022 год был не очень хорошим. Если же смотреть, сколько трейдеров у нас в профите, точнее сколько предложения биткоина сейчас находится в профите, процент. Смотрим январь 2022 года, и здесь у нас процент равен примерно 68-70. Что же мы видим сейчас? Мы даже не дотягиваем до 50. То есть тенденция предложения биткоина здесь очевидна. Все больше и больше его погружалось в минус. И, следовательно, все больше трейдеров оказывалось в просадках. Поэтому, если вы думаете, что вы один такой наторговали в минус, то вы в числе большинства. Как же закрывали свои позиции в 2022 году? Вот он январь, и мы видим, что с начала года вот эти пики закрытия в плюс все ниже и ниже и ниже, а пики закрытия в минус все также ниже, но их становится все больше, потому что они направлены вниз. Также большинство трейдеров распродавалось в минус, фиксируя свои убытки. Вот он наглядно 22 год, каждый его месяц, и мы видим, что декабрь, если закроется в минус, что весьма вероятно, это будет уже 8-й месяц за год, то есть больше половины месяцев были минусовыми, негативными. Такое бывало редко. Если же смотреть по кварталам, то 4 квартала подряд минусовых мы никогда не видели. В 2014 и 2015 году мы видели 3 подряд минусовых месяца, а вот 4 никогда не было, так сказать, с почином. Надеюсь, 5 подряд не будет. Ну и, естественно, год также был закрыт в минус. Давайте посмотрим на графике 12 месяцев. Вот она, годовая свеча. Выглядит достаточно ужасно, но я бы не стал здесь делать каких-то супер негативных выводов, основываясь только на вот этом свечном анализе. Да, мы поглотили прошлый год даже половину 2020 года, но, как мы знаем, после большого падения бывает хотя бы отскок, но тоже достаточно большой. Что нам может дать этот отскок? В 2022 году все пристально следили, как менялась ставка ФРС. Я вам покажу вот такую зависимость. Ставка ФРС не первична, она идет вслед за другим показателем. Это 6-месячные казначейские облигации. Вот эта более серая линия, как мы видим, сначала она начала
свой рост, и затем уже так ступенями ставка ФРС подтягивалась за ней. А вот этот график 6-месячных казначейских векселей, и мы видим, что сейчас он равен почти 4,6, 4,59, и видим, что такая планка здесь образовалась, то есть после примерно 4,5 рост очень сильно замедлился. Был даже процент 4,6, сейчас немного даже показываем снижение. А вот у нас график ставки ФРС. Сейчас мы находимся также на 4,5%. Для наглядности, например, ставка ФРС стала равна проценту только в мае, в начале мая, а вот эти казначейские облигации выросли к показателям 1% 31 марта, то есть за месяц до того, как повысили ставку. 1,75 в середине июня была ставка ФРС. Здесь же показатель достиг 1,75 в начале июня, то есть немного ранее. Ну и давайте побольше скачок сделаем, например, 4,5% ФРС подняли 14 декабря, казначейские же облигации 4,5% стали в конце ноября, даже примерно в середине ноября. Поэтому если сравнивать, продолжать эти два графика, мы видим, что рост показателя 6-месячных казначейских векселей остановился. Это значит, что на следующем заседании, если вот этот показатель не будет расти, то и ставка ФРС может вообще не быть поднята. Вот они даты, когда будут проводиться совещания эти ФРС. 31 и 1 февраля. 31 они позаседают и 1 огласят. То есть примерно чуть более месяца нам ждать. Поэтому будем следить вот за этим показателем в следующем году. Добавлю его к себе в закладки, и это будет неплохим таким подспорьем для прогнозирования того, как будет меняться ставка ФРС и что будет говорить Джером Пауэлл. Но на графиках я хотел показать еще вот такую штуку. Возьмем мы, конечно же, допустим, месяц. И тот, кто давно на канале, я думал, видел уже такую диаграмму. Немного другой вид, я ее перерисовал в сентябре 2021 года. Можете отмотать видео на канале. На обложке также вот эти вертикальные полосы, легко найдете видос. Я добавлял себе данное предположение в видео, и мы были, так, сентябрь 2021 года. И было предположение, что в декабре 2021 года будет пик. Сейчас чуть попозже покажу, как отрабатывала эта статистика. Но в общем в декабре 2021 года предполагался пик. Как мы видим, так и случилось. И забегая наперед, данный декабрь, данный конец года и начало 2022 года по этой методике является дном и разворотом на следующий бычий забег. Теперь чуть подробнее берем всю историю биткоина и отмечали здесь мы вертикальными линиями именно смену года, так сказать. Ноябрь, декабрь, январь. Преимущественно, конечно, декабрь. Вот здесь у нас декабрь 2010 года отмечен, 11, 12. Ну, в общем, все декабри и так далее раскидали. И получилась вот такая зависимость. Вот такое чередование. Вот такой красной стрелочкой я отметил дно. То есть у нас было дно, потом 2 промежуточных декабря и пик. Потом дно, 2 промежуточных декабря и снова пик в декабре. Вот у меня стрелочка улетела, сюда поставлю. Затем снова дно в декабре, 2 промежуточных декабря и снова пик. Теперь нас ожидает снова дно в декабре, затем 2 промежуточных декабря и предположительный пик ожидается в декабре 2025 года. И как вы видите, вот здесь я оставил надпись «В июне все продать с целью откупить пониже». Почему я так написал? Потому что каждый год после того, как мы формировали дно, вот, например, дно в декабре, и затем на следующий год большой отскок и большое падение. И затем следующий год небольшой рост и последний год перед пиком булран. Здесь у нас после пика снова дно, большой отскок, относительно, естественно, большой отскок, крутое падение, даже, возможно, вот здесь вот был перелой, и затем уже рост без больших таких падений. То есть 2 следующих года небольшой рост и последний год большой забег быков. В 2018 году также было дно в декабре, затем огромный рост, который завершился в июне. Кстати, да, не показал. Сейчас посмотрим еще, когда этот рост случался. После того, как было сформировано дно, снова у нас большой рост, большое падение, которое в последний раз мы видели на коронадампе в марте 2020 года. И затем снова постепенный рост, и последний год у нас такой бычий забег. Теперь история у нас продолжает повторяться. После того, как было спрогнозировано завершение бычьего рынка в 2021 году, в декабре 2021 года, ну здесь у нас случился в ноябре, да, в ноябре, поэтому здесь многие попались. Разворот случился не в декабре, но также в конце года, в ноябре. Развернулись, пошли вниз целый год крутого падения
И сейчас, в конце года, начале 2022 года, ожидается разворот наверх. Почему здесь не стопроцентное дно? Потому что, как мы видели, здесь в ноябре развернулись, здесь мы вполне могли развернуться также либо в ноябре, либо еще у нас есть январь, чтобы зацепить начало следующего года. Можем еще раз дно обновить и затем пойти в рост. Теперь, что касается роста в год после формирования дна. С начала истории возьмем. Вот он пик. Как видите, внизу у нас июнь. Пик был в начале июня. Смотрим следующее дно. Вот оно. Пик перед большим падением был в июле. Начало июля. Снова лето. Следующая ситуация. После формирования дна большой рост и пик перед снижением и большим падением был в конце июня, снова лето. Поэтому, если история будет повторяться, можно предположить, что в ближайшем будущем мы можем развернуться и отрисовать рост куда-нибудь до июня по времени. Затем снова большое падение и уже дальше там развивать рост. Исходя из данной статистики, ожидать перехая на следующий год не стоит. А наоборот, будет еще одно такое большое потрясение. То есть будет рост, многие поверят, что все у нас, медвежий рынок закончился, можно расслабиться. Будут залетать лонги, а их еще раз побреют, возможно даже сделают перелой, как бывало это на истории. Исходя из исторических данных, перехай случался только в последний год, когда был уже такой мощный бычий забег. То есть, подытоживая, дно у нас совсем близко, следующий год будет хороший рост, но и значительное падение. Еще через год, возможно, даже не будет перехая, и перехай будет только в 2025 году, если данная теория верна. Теперь давайте посмотрим, что у нас на локальном, так сказать, рынке. Локальная ситуация. Биткоин у нас продолжает торговаться, не ломая мое предположение. На 4 часах давайте глянем. Здесь у нас структура без изменений. Предположительно, волна 1 прошла после формирования дна, потому что мы его еще не пробили, поэтому это дно еще легитимно. И сейчас мы находимся в коррекции. Волна А, волна Б и еще будет падение в волне С. Как я рассматриваю данное движение? Вот это наше последнее. Не люблю я, конечно, размечать на совсем мелких таймфреймах, но ради интереса давайте. Для меня сейчас основной вариант это вот это движение было в рамках волны А. Сейчас снижаемся в B и будет еще волна С в волне B. Волна B также у нас является трехволновой. Здесь мы видим импульс, здесь у нас комбинация из 3, 3, 3. И здесь снова мы можем увидеть импульс. Цели по-прежнему здесь без изменений. Если данная структура и мое предположение будет отрабатывать, то волна С у нас имеет цель минимальную, это предыдущий пик, вот здесь волны А, в районе 17 тысяч. Данная структура будет легитимна до тех пор, пока мы не пробили вот здесь пик на 16200 примерно, 16250. Если же это будет пробито, то нужно будет пересмотреть внутреннюю структуру на часовике. А вообще, вот эта коррекция отменится, если мы пробьем и обновим лой от 21 ноября. До тех пор, пока все без изменений. И я думаю, вы мой прогноз поняли. Глобальный на несколько лет озвучил чуть раньше. Локальный здесь также все пока неплохо. Завершение коррекции и дальше рост, цели которого обозначу в будущих видео. На эфириуме здесь все точно так же. Я имею в виду локально. Эту штуку давайте уберу. Волна 1, формируем волну 2. Цель мы уже несколько раз тестировали, поэтому вполне возможно здесь коррекция могла завершиться. Но в общем, судя по движению и структуре биткоина, также можем направиться локально вверх, затем обновить лой, но в перспективе также предполагается рост до тех пор, пока мы не обновим вот этот лой. Если мы обновляем 1075 примерно, то структура будет нелегитимна, но пока это все в рамках правил. Посмотрю еще монету TVT, Trust Wallet Token. Это единственная монета, которую мы в последнее время смотрели и которая за год показала рост. Вот она у нас. Посмотрим на дневке. Я верно определил, когда мы завершим рост. Так мы и не пробили этот пик и отправились вниз. Расчетную зону также пролетели вниз. Чего сейчас можно ожидать? Мы не оттолкнулись и не сформировали какой-то разворот, однако совершили остановку на вот этой скользящей средней, на дневке 200. Также мы не пробили пик волны 1, что в принципе пока нормально. И тем самым сохраняем вероятность того, что, например, мы здесь были всего лишь в волне 3, а здесь еще 4, но это оставим на потом. Если же здесь волна была полностью укомплектована, то мы можем лететь и дальше. Важно на Trust Wallet Token найти заходной импульс, на откат которого рассмотреть возможность покупки. Здесь пока этого нет. Если вы же, конечно, рисковый трейдер, так сказать, то вот здесь
появляется возможность и неплохой уровень поддержки. Как мы видим, даже откупная свечка сформировалась. Какие-то отскоки пошли, но они недостаточны, конечно, для разворота. Такие отскоки были и раньше. Однако на 4 часах мы видим дивергенцию. И если кому-то надо купить, можете покупать хоть сейчас со стопом за основание. Но я этого бы не делал. Потому что более глобально посмотреть, тренд у нас продолжает быть нисходящим, и можем мы продолжать падение. Да, хорошо, если биткоин развернется и потащит за собой всю эту кучу своих альтов, которые часто ходят за ним, но этого может и не произойти, поэтому лучше торговать по факту. По крайней мере, я стараюсь так делать. Когда бывают утверждения разворота, тогда и рассматриваю лонги. Пока здесь можно лишь предполагать, что здесь может начаться формирование нового импульса. Так, у меня здесь тон отмечен, здесь у нас с тоном. Достигли мы расчетной зоны. Отработали мы вот это падение, убираем. Все у нас по плану отработало. Зону мы цепанули, отработали. Что у нас здесь дальше? Мы подтвердили мою теорию, что у нас вероятность падения она выше. Мы и упали туда, куда я отмечал. Но разворота пока еще нет, можем падать и дальше. Для лонгов пока не время. Однако уровень поддержки здесь достаточно сильный, который сочетается еще и с 50-кой скользящей. Здесь так же, как и на ТВТ, мы нашли хороший уровень поддержки, но заходного импульса пока нет. Также можно здесь предположить, что может случиться разворот и залететь со стопом за основание вот этого импульса. Но опять-таки я бы этого не делал, можем пойти и ниже. Пока по этим двум монетам вне рынка. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всех с Новым годом и хорошего профитного вам 23 года. Счастливо!